Žiūrovai, šiuo metu aš esu ir aplink mane neįprasta situacija. Aš esu sporto klube, kuris vadinasi Banda, ir šalia manęs nuostabi mergina Jana Banda, kuri iš tikrųjų daro kilnų darbą. Ji užsiiminėja, pas ją ateina suluošinti kariai be galūnių, kurių reabilitacija ir psichologinė reabilitacija būna ir čia. Todėl aš su ja pakalbėsiu gal labai emocionaliai, bet man norisi suprasti, kaip tie žmonės, gal praradę dalį sveikatos, vėl kimba į gyvenimą ir vėl prasme mato gyventi stiprinant save. Я сейчас представил литовским зрителям коротко о вас, коротко о вашей хорошей работе, заботе о военных, которые здесь сюда приходят, и они имеют смысл делать то, чтобы укрепляло их тело. Если можете еще раз представиться нашим зрителям и о себе. Как у вас получилась идея организовать эту акцію? Буду розмовляти російською мовою, те, що вам так зручніше, тому перейду на російську мову, щоб всі розуміли, про що ми зараз будемо з вами розмовляти. Меня зовут Таня, Таня Гращенко. Я профессиональная спортсменка и всю жизнь занималась спортом. Я профессиональная волейболистка, я играла всю жизнь в волейбол. Я безумно люблю спорт, потому что понимаю, что спорт, он помогает во всем. В жизни помогает, в бизнесе помогает, принимать какие-то решения быстрее. И спорт как раз та ветка, которая помогает добиться любых результатов. Отвечая на ваш вопрос, как пришла к тому, чтобы помогать ребятам, когда началась война, у меня закрылся один клуб. Один клуб закрылся, это мы сейчас с вами на правом берегу, а закрылся на левом берегу. Все ребята пошли воевать. И когда ребята пошли воевать, некоторые ребята получили большую травму, сделали операцию. И я думаю, как мне помочь им, чтобы они вернулись обратно к жизни. А вы были лично знакомы с ними? Да, это мои тренера, которые работали у меня в клубе. Вот так первый начался мой этап. Я думаю, как я могу сделать так, чтобы ребята вернулись обратно, чтобы они вернулись туда, где они каждый день приходили, где они улыбались, они были счастливы. И я решила их пригласить в зал и сказала, ну все, пора уже возвращаться, давай будем начинать реабилитацию у нас в зале. Мы это можем, у нас есть все для того, чтобы помогать ребятам реабилитироваться. И вот так потихонечку у нас началась первая это реабилитация своих. Потом они рассказали еще побратимам, которые на фронте, ребята, которые возвращаются в Украину, проходят реабилитацию, которые в больницах лежат. И вот что они сказали, ребята, которые лежат в больницах. Я хочу просто сейчас вам объяснить, что реабилитация, которая в больницах, и реабилитация, которая в зале, это разная реабилитация. Они попадают, когда ко мне в зал, именно в это место они попадают, они становятся другими. Они видят, что они такие же, как все. И тут нету для них спуска, тут мы с ними не сюсюкаемся, да, как это такой сленг. Мы им помогаем, и они ничем не отличаются от нас. То, что у них нету как конечностей, это нету разницы. Они здесь свои. Они себя чувствуют здесь как в доме. Здесь есть комьюнити, которое их поддерживает. Если нужно там поднести гирю или гантелю, или какой-то снаряд принести для того, чтобы помочь ему, тут каждый второй, вот сколько у меня тут тренируется, у меня обычные люди тренируются, солдаты тренируются, да, и плюс реабилитация. Поэтому тут такое комьюнити, где ребята хотят вернуться, потому что мы тут не только реабилитируем, а, как вы сказали, тут и психология, когда они могут спокойно поговорить, сесть, попить кофе, поговорить, рассказать, что у них на душе. И вот такое у нас здесь происходит. Хорошая спортивная реабилитация, плюс психология, плюс тут комьюнити, где каждый может тебя обнять, помочь. Вот такая у нас тут атмосфера.
А скажите, пожалуйста, началось от какого количества людей и сейчас выросло тоже, Давайте если можно по цифрам? Да, расскажу. Начали мы из 2 своих тренеров, и сейчас у нас уже 25 человек. Но у нас как люди, у нас люди меняются. Сейчас на данный этап, на сегодня, я вам скажу, 25 человек, которые сейчас в залах реабилитируются. Но мы уже реабилитировали где-то возле 60-65. Ну, тут один момент, то, что эта реабилитация, вот почему я сейчас прошу помочь мне, потому что это я все делаю. Я реабилитирую, я за свои деньги реабилитирую ребят. Да, у меня есть там друзья, которые помогают. Вот есть компания, с которой я работала, они к нам присоединились. Это GDC-компания, которая взяла на себя 2 ребят, которым помогает реабилитироваться. Но в целом тот поток и то количество людей, которые просят, чтобы прийти реабилитироваться, я понимаю, что я одна своими силами не смогу, потому что сейчас в Украине держать бизнес – это очень тяжело, его держать очень тяжело, а плюс еще находить деньги на реабилитацию, ну, это вдвойне тяжело, и поэтому при возможности я стараюсь рассказать, насколько это необходимо для ребят, и я прошу и хочу, чтобы каждый человек, который занимается бизнесом или который может помочь, это не так много для человека, который имеет бизнес. Но если каждый ко мне присоединится и каждый возьмет по 1 человеку или 2 себе человека, если он позволит, вы представляете, какое количество человек мы можем вместе, объединившись, помочь ребятам реабилитироваться? А если мы бы, я и вы, вышли на Крещатик, Да. и попросили людей дать денег, например, который едет в Майбахе Да. или Масерате, как вы думаете, сколько они дали бы денег на эту вашу благотворительную, эту миссию, это для вас? Ну, смотрите, я не знаю, как люди бы отнеслись к этому, это раз, потому что в Украине очень много все просят. И уже все устали. Давайте будем честны, война длится уже 3 года, мы все устали донатить, мы все устали. Я понимаю, что ребята, которые там, они также устали, но мы не можем сдаваться, да. Эксперимент такой, мне кажется, был бы интересен. Да. Интересно было бы, как это бы произошло. Я не могу прогнозировать, но точно думаю, что люди бы поддержали. Так я думаю, постараемся не на этот раз, но на другой раз сделать таблички, Да. и подскажем, и попросим, и рядом с нами будет один из ваших воинов, один Да. из ваших посетителей, и посмотрим, насколько люди добры к этому. А скажите, вот они приходят сюда, чем они занимаются, какие упражнения делают, какие ведь здоровому, скажем, физическому человеку это разные упражнения легкие. А чем они занимаются? Все то же самое, вы Всё не то же поверите, самое. да. Все то же самое, просто начинаем из очень легкого веса, да, или со своим весом работают ребята, и потихонечку уже тренера, специалисты, под руководством которым они делают, они масштабируют, они помогают, поэтапно это все идет, и знаете, что главное, чтобы это было все в удовольствие. Нельзя через силу, они приходят не всегда в хорошем настроении, так же, как мы же также приходим, не всегда у нас есть настроение, но главное итог, как они выходят с этого зала, с каким они настроением. И 99,9% ребята выходят счастливыми. Потому что мы понимаем, что спорт – это не просто физическое, да, это и ментальное. Мы разгружаем свою голову, и плюс мы качаем свои мышцы, да, это вдвойне плюс. И плюс то комьюнити – это не больница, где каждый лежит и каждого жалеет. У нас немножко другой подход. У нас здесь мы тебе помогаем,
ты здоров, ты пришел к нам, значит, ты уже красавец, Правильного да? пути идешь. Да, ты идешь на правильном пути. Здесь то комьюнити, которое тебя поддержит, то комьюнити, которое скажет, что ты все можешь. Даже если ты не можешь, тебя поддержат, и ты точно это сделаешь. Ты да. Вот это. И плюс они здесь ищут себе друзей. Потому что когда они возвращаются и проходят там реабилитацию в больнице, они замыкаются, они дома долго сидят. И у нас даже был случай, это когда мы на этапе, это где-то год назад или полтора назад, к нам пришел молодой парень, который получил ранение в ногу, ампутировали ногу, молодой, очень был. Он проходил к нам на реабилитацию 2 или 3 раза, пришел и потом пропал. А так как у нас есть контакты, мы контактируем с ними, постоянно поддерживаем контакт, мы набираем, мы говорим, а ты где? Он говорит, а я не хочу жить. Мы говорим, не, смотри, это неправильно. Ты сейчас берешь и идешь. Нету у тебя денег, мы тебе дадим деньги на такси. Ты приходишь сейчас к нам в зал. Он приходит, никакой, приходит в зал, и он идет тренироваться. И мы взяли его так в систему, что он, мы контролировали, что он делает, и теперь он счастлив. Спасли ему жизнь. Спасли ему жизнь. Но это заслуги не только как бы банды мои, это заслуги также тренеров, которые работают, которые в контакте с ними. Но я могу гордиться то, что я делаю. Я не могу обхватить, я очень хочу обхватить то количество людей, которые требуют, которые нуждаются в реабилитации и которые хотят прийти ко мне, но у меня нету тех ресурсов, чтобы я могла обхватить. У меня есть площадь, у меня есть тренера, да, есть инструктора, которые могут реабилитировать, и мы готовы помогать. Но ресурсов не хватает, чтобы обхватить то количество, взять то количество людей, которые хотят к нам идти на реабилитацию. У вас название банда, да? Да. Люба, от чего это пришло? Банда это банда, это как комьюнити, это большая семья, которая объединяется и вдохновляет друг друга, помогает друг другу. Мы не просто зал. Мы не зал для, как есть, да, там разные залы, которые ходят качаться. Нет, это больше. Это комьюнити, это банда внутри, которая поддерживает друг другу и помогает достичь каких-то высот. Вы говорите сейчас о других. А есть и обратная связь. Что вы получаете от них и для себя? Задавали мне же этот вопрос. Тань, почему ты это делаешь? Вот меня много раз задавали этот вопрос. Ты ж... тебе самой тяжело, я закрываю там, да, я 1 клуб уже закрыла, уже 2 клуба закрыла, потому что мне тяжело этот бизнес держать, но все равно я реабилитирую. В первую очередь для меня это, я когда помогаю людям, я люблю помогать людям. Мне кажется, это моя миссия. Если я здесь и у меня есть бизнес, и благодаря ребятам, которые воюют там, я могу работать, я могу обеспечить свою семью, своих детей. Мы здесь, в Украине, мы никуда не поехали. Я люблю безумно Украину. И я считаю, что каждый человек, который в бизнесе, должен помогать как-то. Я не говорю, что это должны быть какие-то огромные суммы, но мы все должны объединяться и помогать, потому что кто как не мы. Да, на государство рассчитывать, мы тоже не можем рассчитывать на него всецело, но мы можем каждый, таких как я. Я не считаю себя большим бизнесом, огромным, который может там миллионы, миллиарды зарабатывать. Нет, но мы можем все вместе объединиться и вот делать вот такую реабилитацию. Потому что, когда ребята подходят к тебе, вот у нас сейчас в воскресенье было соревнование маленькие, как это не соревнование, это больше в честь Азова, мы делали комплекс. Такой у нас в кроссфите есть. И ребята, которые с полону вернулись, да, они подошли, обняли меня и сказали: Татьяна, то, что вы делаете, мы даже не можем вам передать словами. Мы отказались реабилитацию в Карпатах, да, на Западной Украине, они отказались, потому что у вас лучше.
И, Не чувствуют ваше сердце. наверное, я не знаю, но вот это, вот почему я это делаю? Потому что я понимаю, что я помогаю молодым ребятам, я помогаю, и мне достаточно их благодарности, то, что они скажут: Ань, спасибо большое, потому что вы помогли нам выйти с этой ситуации, мы быстрее вернулись к жизни, мы сейчас можем работать, мы можем дальше жить и наслаждаться жизнью. И мне кажется, это бесценно. Мы договорились, что встретимся и с другими вашими, скажем, людьми, которые подошли бы к нам для репортажа. Скажите, что с ними случилось? Почему они не пришли? Ребята некоторые, которые мы же не только реабилитируем после операций, мы подготавливаем также до операций, потому что если человек идет на протез, это очень большой процесс, его нужно подготовить к этому, поэтому у нас идут этапные. И вот сейчас прям, ребята, почему мы не можем на данный момент с вами снять вот прям сегодня эту съемку, двое ребят заболели, у нас сейчас вирус какой-то ходит, и я сама немножко приболевшая, какой-то вирус ходит, ребята остались дома. И еще двоих ребят, они на операцию готовятся. У них сейчас будет происходить операция, и мы их ждем. Они знают, что после операции... Вернуться в семью, да. И некоторые ребят мы готовили здесь, кто-то улетел на протезирование в Америку, потому что мы работаем также с ними и отправляем туда ребят, чтобы они ставили протезы. У нас подходит подготовка ребят, а потом они едут дальше. И вот так же, когда они присылают фотографии, они уже встают на протезы, это дорого стоит. Ну, вот и поэтому находятся силы и ресурсы. Это светлое какой-то свет в вашей работе. Да, и я рада помогать людям, и я хочу. Но я просто хочу попросить всех, и я постоянно об этом говорю в любом интервью, которое я даю, я говорю, мы каждый можем что-то сделать. Не думайте, что вот от ваших чуть-чуть ничего не зависит. Зависит. Если каждый вот так по чуть-чуть даст, мы сделаем колоссальную работу. И мы открытые, мы не просто как бы просим денег и все. Мы даем отчетность, мы прикрепляем человека, которого вы реабилитируете. Вот если вы дали деньги на этого человека, вы в контакте с ним, вы можете ему позвонить, спросить его, как проходит твоя реабилитация, нравится ли тебе, что, ну, вы можете получить всю информацию, а не то, что вы, например, перечислили деньги и про вас никто ничего не знает. Нет, мы с вами в контакте, вы знаете, за что вы платите. И я знаю, что в Литве есть тоже разные спортклубы. Когда я вернусь в Литву, постараюсь те ваши слова, которые вы сейчас сказали, передать им, чтобы они имели возможность обсудить этот вопрос. И мы сейчас покажем всем, вот какой прекрасный спортклуб дожидается помощи от Литвы. Спасибо оператору, спасибо вам. И вам спасибо большое. А я тоже буду заниматься вот так. Прямо. Спасибо вам.